Антарктида — это не всегда была бескрайняя ледяная пустошь. Много миллионов лет назад этот континент процветал, наполненный жизнью и пышными джунглями. Примерно 56 миллионов лет назад по его древним лесам бродило нечто ужасающего — гигантская плотоядная птица, которая становилась одним из самых страшных хищников своего времени. Это существо было настоящим монстром своего времени, способным охотиться на самых крупных млекопитающих и доминировать над остальными животными на своей территории. Ученым стало ясно, что в далеком прошлом Антарктида была совершенно иным миром, где климат был достаточно теплый, чтобы поддерживать жизнь не только растительного, но и животного мира, включая крупнейших и самых опасных хищников. Представить себе сегодня такую богатую и разнообразную экосистему там практически невозможно, ведь современная Антарктида — это бескрайние ледяные поля, где жизнь, казалось бы, борется за выживание в самых экстремальных условиях. Этот хищник, известный как птица-террор, Форус ратидае, достигал около 6 футов в высоту, около 1,8 метра, и весил примерно столько же, сколько лев, животное, которое многие считают вполне грозным соперником в дикой природе. Эти птицы были лишены способности к полету, но благодаря мощным ногам могли развивать огромную скорость, напоминая по своим движениям страусов из самых страшных снов. Их крепкие, острые клювы и массивные когти позволяли им встречать своих жертв с устрашающей силой, а рост делал их доминирующими хищниками в своей среде обитания. Миллионы лет они царствовали над Южной Америкой и, как теперь выяснилось, также и в Антарктиде. Их распространение по обоим континентам было возможно благодаря тому, что в те времена Южная Америка и Антарктида были соединены, что открывало путь для миграций и распространения различных видов. Эта новая находка стала настоящим прорывом в изучении доисторической фауны, показывая, насколько динамичным и взаимосвязанным был земной мир миллионы лет назад. Недавно на острове Сеймур, в породах возраста примерно 40-50 миллионов лет, были обнаружены 2 массивные клыковидные когтевые кости. Острые и изогнутые, принадлежавшие именно этим птицам-террор. Эти находки подтвердили, что в период позднего Палеоцена и раннего Эоцена Антарктида была не просто обитаемой, а служила настоящим очагом жизни, где такие мощные хищники могли существовать и процветать. Исследователи с помощью этих костей смогли представить себе, каким образом эти птицы выглядели и какова была их роль в экосистеме древней Антарктиды. Птицы не просто выживали, они процветали и занимали вершину пищевой цепочки, оказывая влияние на биологическое разнообразие своей эпохи. Тем не менее, со временем, из-за значительных климатических изменений, такие крупные хищники исчезли, и даже их потомки не сохранились. Причина этого кроется во все более холодном и суровом климате, который начал формироваться на континенте, что постепенно сделало невозможным существование таких форм жизни. Многие люди ошибочно считают, что в Антарктиде практически отсутствуют животные и растения, однако современная наука доказала обратное. В этом ледяном мире существует разнообразная фауна и флора, адаптированная к суровым условиям жизни. Современные пингвины ярко демонстрируют, что природа способна приспосабливаться к самым экстремальным условиям существования. Императорские пингвины, крупнейший из ныне живущих видов,
способны нырять на глубины свыше 500 метров и задерживать дыхание более 20 минут, что является удивительным показателем выносливости и адаптации. Еще более увлекательным является факт, что около 38 миллионов лет назад на этих землях жили гигантские пингвины, рост которых был сравним с человеческим. Их острые и длинные клювы делали их грозными охотниками, правящими морскими глубинами и успешно конкурирующими с другими крупными морскими хищниками. Такое открытие ясно демонстрирует, что Антарктида является гораздо более живым и насыщенным экосистемным регионом, чем это можно было предположить, изучая только ее сегодняшнее лицо. Подводный мир Антарктики поражает воображение еще больше. Здесь обитают не только обыкновенные рыбы, но и гигантские морские существа. Среди них особенно выделяются колоссальные кальмары, длина тела которых достигает до 12 метров, с мощнейшими острыми клювами и глазами, размер которых сравним с обеденными тарелками. Эти морские монстры не только научный интерес, но и часть сложной пищевой цепочки, в которой они играют ключевую роль как крупные и эффективные хищники. Помогая сохранять баланс в морских экосистемах, они демонстрируют невероятное разнообразие жизни в самых глубоких и холодных океанских водах. Этот природный феномен удивляет ученых и вдохновляет на дальнейшие исследования в области морской биологии. Кроме того, в Антарктике обитают касатки, вершина пищевой цепи и главные хищники Южного океана. Они охотятся группами, подобно волкам, что позволяет им эффективно справляться с добычей, в которую входят тюлени, рыба, а порой и огромные киты. Эти социальные животные демонстрируют сложное поведение и сотрудничество в стае, что делает их самыми опасными и приспособленными морскими хищниками региона. Такая кооперация помогает им преуспевать в жесткой борьбе за выживание в суровых условиях Южного океана. Кроме того, здесь растут удивительные растения – мох, водоросли, антарктическая волосистая трава и жемчужница, которые смогли адаптироваться к экстремальному климату и выживают, несмотря на непростые условия. Их выживание свидетельствует о невероятной стойкости природы в самых суровых местах планеты. Существует множество мифов и заблуждений, связанных с Антарктидой, порожденных непониманием ее природы. Например, многие думают, что айсберги сразу же начинают подрастать и плыть по открытому океану, как только откалываются от ледников. Однако на самом деле вращение и движение этих огромных льдин происходит намного сложнее и более хаотично. Часто айсберги застревают в мелководье на десятки лет, где они остаются неподвижны, а затем вовлекаются мощными океаническими вихрями, вращаясь на месте месяцами и даже дольше. Один из таких айсбергов, известный как 23A, простоял почти 40 лет неподвижно, после чего еще 8 месяцев вращался в водовороте. Далее их движение зависит от сложных взаимодействий между океаническими течениями, ветрами, приливами и подводным рельефом, из-за чего прогнозировать их путь чрезвычайно сложно, и айсберги часто движутся по неожиданным траекториям. Этот факт развенчивает множество мифов и показывает, что мир природы куда более динамичен, чем может показаться на первый взгляд. Второй широко распространенный миф связан с будто бы непроходимой ледяной стеной, которая якобы не позволяет людям продвигаться глубже 311 миль, около 500 километров, вглубь континента.
Говорят о том, что там присутствует не только огромная ледяная стена, но и замерзшее топливо, смертельно опасные ветра и кислородная недостаточность, делающие невозможным дальнейшие путешествия. Однако эти утверждения абсолютно неверны. Антарктида исследована с помощью самолетов, специальных вездеходов и даже пеших научных экспедиций. На Южном полюсе располагается полноценная исследовательская станция, в которой круглый год проживает персонал ученых и исследователей. Известная «ледяная стена» — это не некий непроходимый барьер, а просто массивные ледяные шельфы. Толстые пласты льда, которые формируются, когда ледники сдвигаются с суши и распространяются по поверхности океана. Такие шельфы покрывают почти 3/4 всей береговой линии Антарктиды, однако они не образуют непрерывного кольца, закрывающего континент. Несмотря на экстремальные природные условия, люди смогли установить и поддерживать функционирование научных исследовательских станций по всему континенту. Эти станции представляют собой своего рода миниатюрные города с полноценной инфраструктурой, электричеством, отоплением, системами очистки воды, запасами продовольствия, медицинскими пунктами и другим необходимым для жизни оборудованием. Крупнейшая станция Макмердо летом становится домом для более 1000 человек, оснащена пожарной частью, спортзалом и всем необходимым для комфортного и эффективного проведения научных исследований. Южный полюс является одной из наиболее удаленных и труднодоступных точек, куда доставка продовольствия и топлива возможна исключительно с помощью самолетов, пролетающих 1000 километров в условиях лютого холода и экстремальных погодных условий. Все это подтверждает, что технический прогресс и упорство человека позволяют справляться с суровыми испытаниями природы. В 2020 году восприятию Антарктиды добавил сенсацию случай с фотографией на Google Maps, где казалось, что в льдах континента прорезалась огромная таинственная дверь. Это вызвало волну конспирологических теорий и домыслов. Вариации предположений были самые разные, от домика Бигфута и секретной военной базы до ангара для звездолетов из фантастических фильмов. Однако объяснение оказалось намного проще и прозаичнее. Эти двери — всего лишь застывший айсберг, застрявший в мелких водах и постепенно тающий под воздействием естественных факторов. В процессе его движения лед изменяет свою форму, плавно раскалывается и вновь замерзает, образуя причудливые очертания. На формирование этих уникальных ледяных фигур также влияет сильный постоянный ветер, дующий с поверхности в сторону почвы, который словно скульптор формирует лед в захватывающие и необычные формы. Таким образом, загадочные объекты Антарктиды зачастую имеют вполне естественное объяснение, связанное с физическими процессами, протекающими в экстремальной среде. Когда говорят о местах отправления в Антарктиду, особенно часто называют Ушуая, город в Аргентине, который считается вратами в Антарктиду. Это последний населенный пункт, расположенный на материке, откуда начинают свои круизы к ледяному континенту. Однако у него есть определенные ограничения. Нет регулярных авиарейсов, а порт вовсе контролируется военными, которые не разрешают частные перелеты, позволяя отправлять паромы и научные суда только по коммерческим соглашениям. В противоположность расположен Пунта-Аренас, крупный город в Чили, который служит основным логистическим и научным центром для 22 стран и международных организаций, изучающих Антарктиду.
Отсюда регулярно вылетают рейсы, включая частные авиакомпании, что сделало Пунта-Аренас настоящими воздушными воротами на Южный континент. Несмотря на географическую близость Ушуаи к Антарктиде, Пунта-Аренас на деле управляет большей частью воздушного и научного потока. Аргентина совершила стратегическую ошибку, разместив свою базу Марембио в сложнодоступном высокогорье с суровым рельефом, куда доставка возможна только с помощью дорогостоящих вертолетных рейсов. В то же время Чили грамотно и эффективно организовала свои базы, которые активно используются международным сообществом ученых. Если ситуация не изменится, Ушуая может остаться лишь туристическим пунктом, но не станут полноценным научным хабом. Антарктида традиционно считается самым холодным континентом планеты, где температуры достигают рекордно низких отметок – около минус 112 градусов по Фаренгейту, около минус 80 градусов Цельсия. Несмотря на это, в зимний период 2020 года ученые зафиксировали аномально высокую температуру на острове Сеймур. Рекордные 69 градусов по Фаренгейту, около 20 градусов Цельсия. Для сравнения, в это же время в некоторых частях Европы температура была значительно ниже. Это событие стало настоящим сигналом тревоги для климатологов, поскольку такие температуры до этого никогда не наблюдались на континенте. Это явление указывает на серьезные изменения в климатической системе планеты, которые усиливают глобальное потепление. Ученые связывают эту аномалию с несколькими ключевыми факторами. В первую очередь, это изменения в движении тепла в мировых океанах, которые влияют на воздушные массы и климатические паттерны, а также таяние вечной мерзлоты, которая происходит от повышения температуры на планете. Все эти процессы, по предположениям специалистов, идут быстрее и более интенсивно, чем ожидалось ранее, что вызывает беспокойство по поводу будущего как самой Антарктиды, так и планеты в целом. Потеря льда, изменения в экосистемах и экстремальные погодные события могут иметь непредсказуемые последствия для всего мира. Поэтому мониторинг данных явлений и проведение исследований остаются важнейшими задачами науки. Антарктида — это место контрастов и сюрпризов. Это древний континент, который в далеком прошлом был домом для гигантских птиц и других огромных существ, а сегодня скрывается под толщами льда, храня в себе массу загадок и свидетельств об изменениях климата и экосистем. Научные исследования показывают, что здесь существует уникальная жизнь и сложные природные процессы, которые продолжают удивлять и расширять горизонты нашего понимания окружающего мира. Этот континент является не только местом экстремальных испытаний, но и источником вдохновения для ученых всего мира, стимулируя развитие экологии, палеонтологии, климатологии и многих других наук. Мы живем в эпоху, когда наука позволяет проникать в самые далекие уголки планеты и разрушать веками сложившиеся мифы о дикой природе и ее загадках. Антарктида с ее суровой красотой и бесконечными тайнами продолжает манить исследователей и побуждать человечество бережно относиться к окружающей среде, ценить наше природное наследие и бороться с вызовами, которые ставит перед нами глобальный климат. История Антарктиды — это история не только древних хищников и ледяных пустынь, но и борьбы, надежды, взаимопонимания и бесконечного стремления к познанию, которые делают нас по-настоящему частью этого хрупкого, но удивительного мира.
Автор статьи благодарит всех читателей за интерес к удивительному и загадочному миру дикой природы и призывает поддерживать научные исследования и сохранение уникального природного наследия нашей планеты. Без усилий каждого из нас защита таких мест, как Антарктида, оставалась бы лишь мечтой, а ее богатейшая история и природные богатства могли бы бесследно исчезнуть. Пусть же знания и любовь к природе станут основой наших действий по сохранению планеты для будущих поколений.